Вы помните самый жаркий день в своей жизни? Каждый прожил его по-своему. Кто-то прятался под кондиционером в собственном доме или офисе. Некоторые на отдыхе в тропиках ныряли в океан. Но в любом случае ощущение было одно. Все тело будто бы плавилось. Каждая клеточка организма от потери влаги казалась выжатой как лимон. Ну а если столбики термометров поднимутся на тысячи и миллионы градусов и выше? В космосе некоторые объекты разогреты именно до таких температур. Подобный зной трудно представить. Однако мы попробуем это сделать, совершив космическое путешествие в самые жаркие места Вселенной. Нам наверняка царит настоящий ад, но его пылающие недра скрывают фантастические секреты. Где среди пекла идет странный снег, а материя переходит в экзотическое состояние, приобретая невиданные свойства. Нам не понадобятся градусники, чтобы разыскать все эти горячие штучки. Любой прибор тут же разрушит жара. Однако астрономы особыми методами вычислили такие объекты. И теперь мы знаем, куда лететь. Берем радары и отправляемся в путь. Покинув Землю, мы полетим в тропики Солнечной системы. Эти места всем хорошо известны. Среди планет, конечно, горячее те две, что находятся у Солнца. Из них к звезде ближе Меркурий, и он, по идее, наиболее раскален. В реальности все немного не так. Хотя на Меркурии действительно очень высокие температуры, его обогнала Венера. Планете помог сохранить тепло мощный парниковый эффект. Он возникает, когда излучение проходит через прозрачную среду, например, стекло. Более короткие волны, такие как видимый свет, легко преодолевают преграду, а более длинные волны, например, инфракрасное тепло, попадают в ловушку. Мы испытываем подобный эффект, когда в жаркий летний день наглухо закрываем окна своей машины. Точно так же свет падает на Венеру и нагревает ее поверхность. Затем планета пытается излучить тепло обратно в космос. Однако оно не может пройти сквозь толстую атмосферу из углекислого газа. Независимо от времени суток, месяца или года, температура Венеры достигает в среднем колоссальных 467 градусов Цельсия. На ее поверхности, как в горниле кузницы, плавится любой металл – свинец, железо, висмут. И все же этот адский мир, как полагают астрономы, когда-то был очень похож на Землю. В нем даже плескались реки и озера. Куда же они делись? Миллиарды лет назад вся вода с поверхности Венеры испарилась в атмосферу, а пар также является мощным парниковым агентом. В конечном итоге планета стала настолько горячей, что даже углерод из ее камней и пыли испарился в атмосферу. Там он смешался с кислородом и создал еще больше углекислого газа. Мы, конечно, в нашем путешествии не сможем опуститься на ее раскаленную поверхность. На планету не раз отправляли зонды, однако только один продержался в ее аду около 2 часов. Нам придется наблюдать за всем из густых облаков, где вполне приемлемая температура. Итак, что мы увидим? Всего лишь безжизненный ландшафт, который оживляют только кратеры, горы и вулканы. Но если повезет, то станем свидетелями фантастического явления – снегопада среди настоящего пекла. И это не будет обманом зрения. На Венеру действительно иногда падают крупные снежинки, правда, свинцовые. Благодаря радару американского зонда «Магеллан» в начале 90-х астрономы обнаружили на вершинах венерианских гор некое покрытие, обладающее высокой отражающей способностью в радиодиапазоне. Поначалу предполагалось, что это последствия эрозии или отложения железосодержащих материалов. Позже, после нескольких экспериментов на Земле, исследователи пришли к выводу, что это самый натуральный металлический снег, состоящий из сульфидов висмута и свинца. В газообразном состоянии они выбрасываются из недр в атмосферу планеты. Это происходит во время извержения вулканов, а признаки тектонической активности действительно обнаружены на Венере. Затем термодинамические условия на высоте 2600 метров способствуют конденсации соединений. В дальнейшем они выпадают на возвышенностях хлопьями раскаленного металлического снега. Правда, вулканы редко извергаются на Венере, так что шансы увидеть чудесные снежинки малы. Но нас ждет много интересного у Солнца. Вот там начнется настоящая жара. Наша звезда, конечно, самое горячее место Солнечной системы. Температуру желтого карлика определяют
в 5500 градусов Цельсия, хотя это относится только к его излучению. Ядро Солнца раскалено намного сильнее, примерно до 14 миллионов градусов Цельсия. Вещество расплавляют термоядерные реакции, которые беспрерывно протекают в его недрах. Температура светила снижается от ядра к фотосфере, а затем увеличивается по направлению к короне и достигает 1-2 миллионов градусов Цельсия. Однако корона расположена во внешнем слое звезды и должна быть холоднее фотосферы. Астрономы по этому поводу шутят, что Солнце похоже на жареное мороженое. Хотя это сравнение будет верным, если не учитывать раскаленное ядро. Ученые пока точно не знают, почему так происходит. Их основная гипотеза заключается в том, что энергия проходит через магнитное поле Солнца в атмосферу. Там ее выбрасывает в корону в виде тепла. Возможно, вскоре мы узнаем обо всем точнее. В этом поможет солнечный зонд НАСА Паркер, который проходит через корону с целью ее изучения. Его инструмент WISPR предназначен для формирования изображения в видимом свете. Он работает в стиле коронографа, что позволяет обнаружить слабо заметные детали в солнечных атмосфере и ветре. Заодно космический аппарат поможет больше узнать о таинственных микровспышках, которые пронизывают наше Солнце. На этом можно закончить наше путешествие в самые горячие точки Солнечной системы. Но она лишь крошечное пятнышко на общем космическом радаре. Если мы отправимся дальше, то обнаружим по-настоящему экстремальную жару. Начнем с экзопланет, которых известно уже более 5500. Ученые считают, что среди них наиболее раскалены горячие Юпитеры. Так называют огромные небесные тела размером с газового гиганта Солнечной системы или больше. Их астрономы обнаружили уже около 400. Все планеты вращаются буквально в обнимку со своими звездами и просто светятся от огня своих светил. Для ученых эти миры представляют сложную головоломку, потому что вблизи от звезд таких крупных планет быть не должно. Считается, что при формировании звездной системы возле светил недостаточно материала для образования больших небесных тел, но они существуют, и астрофизики выдвигают несколько версий их возникновения. Возможно, горячие Юпитеры изначально были совсем небольшими. Однако подогрев близкой звезды вызвал сильное термоядерное расширение небесных тел и снижение их плотности до экстремально низких значений. Они стали огромными и рыхлыми, похожими на сахарную вату, а некоторые из них вообще больше напоминают газовые облака, чем планеты. По другой версии, горячие Юпитеры когда-то были скалистыми или ледяными. В ходе эволюции они поживились газами у своих звезд, находящихся в стадии формирования. Это позволило планетам неимоверно раздуться и превратиться в газовых гигантов. От прошлой жизни у них остались лишь небольшие каменные или металлические ядра. Еще одна гипотеза предполагает, что все горячие Юпитеры сформировались во внешней части своей звездной системы, а потом мигрировали к ее центру. Астрономам еще предстоит проверить свои предположения с помощью новых технологий, таких как космический телескоп Джеймс Уэбб. Но уже точно известно, что все горячие Юпитеры представляют собой настоящий пылающий ад. WASP-76b. Один из них мы найдем на расстоянии 391 светового года от Земли в созвездии Рыб. Там находится газовый гигант WASP-76b, массой немного меньше Юпитера, а радиусом почти в 2 раза больше. Он вращается вокруг звезды WASP-76, желто-белого карлика, который в 1,5 раза массивнее и в 1,7 раза больше Солнца. Звезда горячее нашего светила, температура на ней достигает почти 6000 градусов Цельсия. WASP-76b находится в 10 раз ближе к своему желто-белому карлику, чем Меркурий к Солнцу. Из-за близкого соседства экзопланета превратилась в настоящее пекло, где испаряются любые металлы. И все же WASP-76b способна кое-чем порадовать космических путешественников. Ее полный оборот по орбите длится всего 1,8 земных дня, и буквально через сутки на планете будет наступать праздник – Новый год. Только вместо холодных снежинок, как на Земле, вам на голову там станут падать капли расплавленного металла. Желто-белый карлик сильно притягивает небесное тело своей гравитацией. Вся энергия WASP-76b тратится на то, чтобы не упасть на звезду
и не исчезнуть в ее пылающей пучине. У экзопланеты не хватает сил еще и вращаться вокруг своей оси. В результате одна ее сторона всегда обращена к звезде, а вторая находится в тени. Также Луна расположена по отношению к Земле. Температура на дневной стороне экзопланеты поднимается выше 2400 градусов Цельсия, а на ночной только до 1300. С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что атмосфера WASP-76b состоит из плотного слоя облаков, но совсем не таких, как на Земле. Вместо водяного пара облака на экзопланете сотканы из оксида алюминия, железа и магния. Позже астрономы нашли в них еще и ионизированный кальций. Наличие большого количества этого вещества может свидетельствовать о сильных ветрах в атмосфере. Ученые предполагают, что ветры нередко перерастают в настоящие ураганы. При этом на дневной стороне нет облаков. Зато в атмосфере много паров атомарного железа. Во время ураганов пары переносятся на ночную сторону планеты. Там происходит их конденсация и образуются облака из капель железа. В дальнейшем они выпадают железными дождями на поверхность адского мира. Кельт-9b. Условия на экзопланете Кельт-9b созвездия Лебедя примерно в 670 световых годах от Земли еще более ужасны. Температура там составляет около 4327 градусов Цельсия, и это самая горячая экзопланета из известных ученым. Она раскалена сильнее многих звезд и не намного прохладнее Солнца. Правда, ее светило Кельт-9 тоже пышет от жара. Ее температура достигает более 10 тысяч градусов Цельсия. Планета выбрала место жительства почти вплотную к звезде на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Она всегда одним полушарием повернута к Кельт-9, поскольку не в силах преодолеть гравитацию близкого светила и вращаться вокруг своей оси. Молекулы газообразного водорода, вероятно, от немыслимых температур, разрываются на ее дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b также раздулась, как воздушный шар. Газовый гигант в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Но планета-печь, возможно, порадует нашу виртуальную экспедицию потрясающими пейзажами. Из космоса мы увидим ее великолепный хвост из газа. Шлейф образует материя, испарившаяся с поверхности Кельт-9b под воздействием мощного ультрафиолетового излучения звезды. Планета необычна еще и тем, что ее орбита перпендикулярна оси вращения светила. Год в этом мире длится менее 2 дней. На каждом витке Кельт-9b наступает лето, когда она проходит над горячими полюсами звезды, и зима над более прохладной средней частью. Таким образом, экзопланета переживает 2 раза один и тот же сезон при обороте вокруг звезды. Причем каждое из времен года длится около 9 часов. Хотя Кельт-9b и перегнала по температуре многие светила, до самых горячих ей все же далеко. В ядрах звезд температура способна достигать миллионов или даже миллиардов градусов. Но как ее измерить? В телескопы это вряд ли видно, и с градусником, как мы уже отмечали, туда не подлетишь. Определение температуры экзопланет основано на их излучении, тепловой энергии, выделяемой в виде инфракрасного света. Его отлично распознают телескопы нового поколения, особенно прибор среднего инфракрасного диапазона Джеймса Уэбба. Что касается звезд, то выделить самые горячие кажется нетрудно. Очевидно, они должны быть наиболее яркими и большими. В реальности все сложнее. Конечно, огромные сияющие космические объекты очень горячи, но по-разному. Если в составе звезды присутствуют тяжелые элементы, то ее излучающая энергия и температура окажутся в разы больше. Важное значение имеет и площадь поверхности небесного тела. Звезды не просто производят энергию, но еще отдают ее в космическое пространство. И чем больше площадь светила, тем больше расход энергии. Однако существует еще множество параметров, которые влияют на термические показатели звезд. Наиболее наглядный фактор – цвет небесного тела. И в соответствии с этим астрономы составили упрощенную систему определения температуры светила. Она связана с физическим понятием излучением черного тела.
Представьте темный железный пруд, который при нагреве начинает менять цвет. Сначала пруд станет красным, затем раскалится до оранжево-желтого, белого и уже в конце окажется слегка голубым. Этот процесс можно применить и к звездам. Самые горячие голубые гиганты класса О. После них идут светила категории Б, голубовато-белые, А белые, F бело-желтые, G желтые, K оранжевые, M красные. Голубые гиганты самые горячие из всех звезд, достаточно редкие. И пока астрономы обнаружили их всего лишь немногим более 500. Возможно, это связано с их коротким весом. Желтые карлики, подобные Солнцу, живут десятками миллиардов лет. А красные карлики вообще относятся к небесным долгожителям, возраст которых иногда исчисляется триллионами лет. Зато пылающие голубые звезды, блеснув на небе всего несколько миллионов лет, обычно взрываются сверхновыми. Именно к таким светилам мы проложим свой маршрут. Какой из них самое-самое горячее? Дзета-Кормы. Если посмотреть в ночное небо с Земли, то зимой в ясную погоду виден голубой огонек звезды Дзета-Кормы. Она расположена более чем в 1000 световых лет от нас в созвездии Карма. Далекая звезда заметна невооруженным глазом, поскольку она чрезвычайно большая и раскаленная. Это голубой гигант массой в 56 солнечных. Он считается самой горячей из всех видимых в нашем небе звезд. Дзета-Кормы испускает в 21 тысячу раз больше энергии, чем наше светило. Температура ее поверхности примерно равна 42 тысячам градусов Цельсия, что в 7 раз больше солнечной. Интересно, что Дзета-Кормы один из самых близких к нам голубых гигантов. Однако, если бы он не поменял место жительства, все могло быть иначе. Считается, что Дзета-Кормы сформировалась всего 4 миллиона лет назад в молекулярном облаке созвездия Паруса. Это намного дальше ее нынешнего места жительства. В 1400 световых годах от Земли. Позже, по каким-то причинам, горячая гигантская звезда покинула свою колыбель и оказалась в другом созвездии, приблизившись к нам. Но Дзета-Кормы показалась бы просто тусклым небесным огоньком рядом с WR-102 из созвездия Стрельца. Она считается самым горячим из известных науке светил. WR-102 относится к классу звезд Вольфа-Рая, которые славятся своим изумительно ярким сиянием. Подобные голубоватые светила крайне редкие, а WR-102 относится к еще более уникальному спектральному подклассу WO2. Так называют богатые кислородом звезды Вольфа-Рая. Всего их известно 4 в Млечном Пути и 5 в других галактиках. Они самые массивные и горячие во всем мироздании. Так, температура WR-102 почти 210 тысяч градусов Цельсия, а светимость атмосферы приравнивается к 282 тысячам солнечных. Остальные характеристики звезды достаточно скромны. Это маленькое и плотное небесное тело радиусом 58, а массой 16,7 солнечной. У звезд Вольфа-Рая, конечно, яркая жизнь, но долгой и счастливой ее не назовешь. Они светят в небе всего лишь несколько миллионов лет. Постоянные звездные ветры со страшной силой сдувают материю с этих звезд, укорачивая их век. WR-102, как считают астрономы, тоже заканчивает свой небесный путь. Предполагается, что в ближайшие 1500 лет она станет сверхновой. А вот нейтронные звезды, которые уже пережили такой катаклизм, горячее WR-102. Эти крошечные светила обычно радиусом не превышают 10-20 километров, однако нейтронные звезды очень тяжелые и массой сравнимы с Солнцем. Они состоят по большей части из нейтронной сердцевины. Снаружи находится сравнительно тонкая кора, в основном из вещества в виде тяжелых атомных ядер и электронов. За счет этого средняя плотность небесных тел в несколько раз превышает плотность атомного ядра. Несмотря на крошечный размер, космические путешественники легко найдут в небе нейтронную звезду. Подсказку дает невероятное сияние горячей малютки. После взрыва сверхновой нейтронные звезды обычно достигают невероятной температуры, примерно 100 миллиардов градусов Цельсия. Но это длится лишь несколько минут. Затем звезда остывает за счет образования в ее ядре нейтрино, которые выносят энергию в космос. Позже процесс останавливается, и нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются, остаются самыми горячими среди всех светил. Звезды вообще так ярко сияют в небе, что кажется, во Вселенной нет ничего горячее них.
Однако рентгеновские телескопы на борту японского космического корабля «Сузаку» обнаружили в созвездии Девы скопление галактик, раскаленное как печь. Эта структура находится на расстоянии 63 миллионов световых лет от нас. Она занимает площадь радиусом в 7 миллионов 500 тысяч световых лет и включает в себя не менее 1300 галактик. Облака газа этого скопления буквально пылают от ошеломляющих температур в 30 миллионов градусов Цельсия. Пока ученые не знают, какие процессы происходят в этом пекле. Впрочем, уже есть версия, что так разогрело скопление галактик. Предполагается, что на это повлияло два фактора. Изображение японского телескопа, а также фотографии рентгеновской обсерватории НАСА Чандра показали, что они наполнены рекордным количеством газа. Астрофизики Токийского университета утверждают, что газ раскалили многочисленные столкновения галактик, которыми богато скопление. В его центре находятся очень массивные эллиптические гигантские галактики. Они, по мнению ученых, приобрели большую массу и размер, слившись после столкновений с более мелкими соседками. Многие из них обладают горячими активными ядрами. Также температуру скоплению могли добавить его звезды. Исследователи считают, что межгалактический газ внутри структуры беден тяжелыми химическими элементами по сравнению с межзвездным газом внутри Млечного Пути. В то же время в рентгеновском спектре Девы зарегистрированы линии многократно ионизованных атомов железа. Значит, скорее всего, часть газа прошла ядерную переработку в звездах, а потом была выброшена из галактик, наполнив скопление невероятно горючим веществом. Хотя это еще не самое горячее место во Вселенной. В его поисках нам придется вернуться обратно на свою планету. Но как наш мир может перебить предыдущий рекорд? Жарче всего на Земле в иранской пустыне Дештелут. Там не спасет ни мороженое, ни самый мощный вентилятор или кондиционер. В 2021 году в пустыне зафиксирована рекордная температура в 88 градусов Цельсия. Это смертельный показатель, ни одно живое существо такого не выдержит. Однако недавно в нашем мире появилось нечто намного порядков горячее. Безумные температуры создала не природа, а ученые во время экспериментов на Большом адронном коллайдере. Исследователи разогнали тяжелые ионы свинца до 99% скорости света и столкнули их друг с другом. При столкновении таких частиц на огромных скоростях образуется вещество с высочайшей температурой. Правда, пока количество разогретого до небывалых термических показателей вещества было совсем мизерным, меньше атома. Однако его термические показатели впечатляют. 5,5 триллионов градусов Цельсия. И все же это не предел, так что наше путешествие продолжается. Но мы опять полетим в космос. И вместе с учеными Гарвардского университета заглянем в самые жуткие объекты мироздания — черные дыры. Именно они, по мнению исследователей, генерируют такие температуры, равных которым нет нигде. Но мы знаем, что в черную дыру невозможно попасть. Материя в ней невероятно спрессована, а потому гравитация безумно сильна. Даже свет, попав в ловушку черной дыры, не сможет вырваться наружу. Впрочем, черная дыра холодна внутри, так что заглядывать в нее нам не надо. Достаточно приблизиться к такому космическому монстру на безопасное расстояние. Нас интересует кольцо газа вокруг этого космического объекта — аккреционный диск. Вот его температура как раз зашкаливает. Материя в диске вращается на таких немыслимых скоростях, что трение приводит к возникновению температур в триллионы градусов Цельсия. И эти показатели еще повышаются, когда интенсивное магнитное поле черной дыры выбрасывает в космос часть вещества из своего нутра. Мощные струи или джеты достигают протяженности в миллионы световых лет. Сверхмассивные черные дыры, в которых происходят подобные процессы, находится в центре большинства галактик. В сердцевине Млечного Пути тоже прячется свой монстр. Эта сверхмассивная черная дыра массой в миллионы раз превышает Солнце. Однако во Вселенной существуют гиганты намного мощнее, которые способны создавать наиболее экстремальные температуры. Квазар 3С-273. На данный момент самым горячим считается квазар 3С-273. Ярко сияющая область вокруг сверхмассивной черной дыры. Он находится примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
3C-273 светимостью приблизительно в 100 раз превышает нашу галактику Млечный Путь. Масса гиганта оценивается в 886 миллионов солнечных. В обсерватории Гринбек в Западной Вирджинии вычислили температуру ядра квазара. Она достигает невиданных показателей – около 10 триллионов градусов Цельсия. И это можно было бы назвать пределом существующих во Вселенной температур, но только в настоящем времени. Если брать всю историю мироздания, абсолютное первенство, конечно же, принадлежит Большому взрыву. В момент рождения Вселенной температура составляла около 1032 кельвинов. Она держалась неизмеримо короткое время, намного меньше секунды. Вселенная тогда была настолько горяча, что мы понятия не имеем, по каким законам она существовала. Подобные энергии не допускают даже образования фундаментальных частиц. В настоящем времени, понятно, мы не ждем повторения рекорда мироздания. Можно считать квазар победителем в нашем рейтинге? Не будем спешить. Большой взрыв наводит на одну мысль. Почему бы нам не обратить внимание на другие, менее масштабные катастрофы? Конечно, в отличие от стабильных небесных объектов, они способны поднять температуру на непродолжительное время. Но раз подобный эффект существует, мы его учтем. Одним из самых грандиозных событий считается рождение сверхновых. Звезды производят свою энергию путем синтеза водорода в гелий глубоко внутри своих ядер. Когда гелия накапливается много, выход энергии звезды значительно увеличивается. Тогда светила превращаются в красных гигантов или сверхгигантов, таких как знаменитая Бетельгейзе из созвездия Ориона. Их ядра производят более тяжелые элементы, чтобы уравновесить постоянное гравитационное давление. Но как только начинает вырабатываться железо, дни звезды сочтены. Образование элементов тяжелее железа потребляет, а не производит энергию. В конечном итоге ядро больше не может выдерживать огромный вес звезды и разрушается, вызывая взрыв. Всплеск света и энергии во время катастрофы может достигнуть мощности излучения 10 миллиардов обычных звезд. Чтобы легче было это представить, в НАСА создали визуализацию сверхновой. Сотни фотографий, сделанных за 13 лет в космическом агентстве, объединили в короткий красочный фрагмент. На видео отображено расширение облака газа и пыли вокруг сверхновой Тихо-Браге, или СН-1572, из созвездия Кассиопея в Млечном Пути. Событие произошло в 7,5 тысячах световых годах от Земли и было зафиксировано более 400 лет назад. Но астрономы до сих пор исследуют последствия катаклизма и обломки взорвавшейся звезды. В течение последних 2 десятилетий космическая обсерватория Чандра наблюдала за газопылевым облаком. Астрономам удалось подсчитать, что его температура составляет около 11 миллионов градусов Цельсия, а в эпицентре взрыва она может подниматься до триллионов градусов Цельсия. Наблюдения также показали, что облако медленно расширялось в период с 2000 по 2013 год, а потом перестало. Секрет в том, что после катастрофы мощные волны сначала распространяются вокруг эпицентра, затем вновь возвращаются в сердце облака. Причем с безумной скоростью – до 10-14 миллионов километров в час. Обратная волна воспламеняет газ внутри останков сверхновой. Именно это свечение запечатлел телескоп. Красным цветом на анимации показан кремний, удаляющийся от Земли, синим – движущийся обратно. Желтым, зеленым, сине-зеленым, оранжевым и фиолетовым окрашены различные энергии и другие элементы. А в мае 2023 года сверхновой взорвалась звезда, которая во много раз больше и массивнее нашего светила. Оказавшись на месте Солнца, она вышла бы аж за пределы орбиты Марса. Звезда расположена в галактике Вертушка, или М101. Даже в телескоп средних размеров можно рассмотреть ее спиральную структуру. Астрономы шутят, что, глядя на вертушку, мы словно смотримся в зеркало. Она, как 2 капли воды, похожа на Млечный Путь. Нашу галактику во время путешествия к М101 мы увидим в аналогичном ракурсе, практически плашмя. Это потому, что вертушка расположена в направлении близкого к Земле галактического полюса Млечного Пути. Сверхновая SN2008D, которая вспыхнула в М101, оказалась особенно мощной. Она вызвала небывало высокие температуры в эпицентре взрыва, хотя их показатели еще точно не определены.
Но ученые уже заявили, что катастрофа находится где-то на границе между обычными сверхновыми и гамма-всплесками. Всплески самого мощного в электромагнитном спектре гамма-излучения способны вызвать столкновение двух звезд или поглощение белым карликом крупного близкого спутника. Одиночные звезды, только очень большие и массивные, тоже взрываются сверхновыми. В этой роли еще могут выступить наиболее тяжелые из белых карликов, а также звезды Вольфа-Рая. Недавно астрономы добавили в список гигантские массивные голубые звезды. Теперь они изучают температурные показатели потоков гамма-излучения. И пока наш топ самых горячих мест во Вселенной все же возглавляет квазар 3С-273. Тем более, что в 2023 году наблюдения телескопа «Радиоастрон» повысили его шансы. Исследования показали, что квазар имеет температуру от 30 до 40 триллионов градусов, и это за гранью современного понимания возможностей небесных тел. При таких температурах происходят странные вещи, которые не могут объяснить наши законы физики. Но ученые уже выдвинули теорию, что внутри самых горячих звезд, джетов, черных дыр, квазаров, сверхновых образуется экзотическая материя с необъяснимыми свойствами. Она, например, теоретически может служить источником энергии для варп-двигателя, который сжимает пространство и передвигает звездолет быстрее скорости света. Однако экзотическая материя до недавнего времени существовала только в гипотезах ученых. И вот недавно она была получена. Правда, только по результатам компьютерного моделирования ученых Эдинбургского университета. Исследователи перевели виртуальный калий в состояние цепного плавления, подвергая металл воздействию экстремальной температуры и давления. Что же получилось в результате? Совершенно фантастический вид материи, твердый и жидкий одновременно. В этом состоянии калий образует необычную кристаллическую структуру из двух разных решеток, переплетенных на атомарном уровне. Другими словами, одни атомы становятся жидкими, в то время как их соседи остаются твердыми. Эта двойственность в моделях ученых сохранилась даже после изменения температуры, давления или других условий. То есть состояние цепного расплава оказалось стабильным типом материи, а не просто переходной стадией между твердым телом и жидкостью. Новое вещество ученые назвали цепной расплавленной материей. Предполагается, что в реальности она будет выглядеть и ощущаться как твердое тело. Вы без труда сможете взять ее в руки, но жидкая часть материи при этом способна вытечь наружу. Впрочем, как только вещество потеряет жидкость, некоторое количество его твердой части тут же все восполнит. Исследования также показали, что калий не единственный элемент, который теоретически образует две переплетенные решетки атомов. Его соседи по таблице Менделеева, такие как кальций, магний, медь, цинк, тоже способны достигать частично жидкого и твердого состояния одновременно. Ученые еще не знают точно, какие преимущества откроет перед нами создание реальной экзотической материи под воздействием экстремально высоких температур и давления. Однако наверняка эти свойства будут столь же странными и неожиданными, как и само вещество. Исследователи продолжат поиски экзотической материи в лабораториях, а также внутри самых горячих объектов космоса. Изучение подобных структур позволит лучше понять их свойства, а главное — познать огненное прошлое Вселенной со времени ее рождения из сингулярности. Прояснить эти моменты астрофизикам поможет японская рентгеновская обсерватория «Миссия рентгеновской визуализации и спектроскопии». Ее запустили в космос в сентябре 2023 года. Аппарат способен более точно измерять высокотемпературные объекты в космосе и, возможно, найти области горячее, чем квазар 3С-273. Нас, космических путешественников, невероятные небесные печи тоже наверняка не оставят равнодушными. Их огонь потрясает и захватывает воображение, вызывая желание больше узнать о настоящих космических тропиках, познакомиться с ними ближе. Ждем от ученых новых находок и открытий.